Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сегодня представить вам вот такое вот колечко. Вернее, не одно такое колечко, а сразу несколько колечек. Дело в том, что все колечки, хоть они и выглядят достаточно по-разному, плетутся практически одинаково. То есть схема у этих колечек одна. И также можно придумать еще больше разнообразий при плетении по этой схеме. Колечко плетется, ну, просто проще не бывает. С таким плетением справится человек, который только-только начинает плести бисером. Ну, а смотрите, колечки выглядят очень изящно. У моей дочки колечко есть такое драгоценное. Выглядит оно вот точно как вот это колечко, только, естественно, оно сделано из драгоценных металлов. Ну, а здесь уже я немножко усложняла вот это колечко, пробовала, как что будет выглядеть. Ну, итак, давайте я вам расскажу, а вы сами определитесь, какое колечко вы захотите себе сделать. Плела я на леске, и я бы всем рекомендовала плести на леске. Леска 0,18-0,20 мм. Это тонкая, хорошая, прочная леска. Для этого колечка я использовала бисер 18549, а эти два колечка были сплетены на бисере 78291. Бисер оказался очень нестойкий. Даже вот при доплетении вот этого колечка, смотрите, он начал уже облазить. Но вы знаете, какая-то изюминка в этом есть. Места, которые облезли, они как бы так немножко светятся, и получается что-то такое необыкновенное. Использовала я кристаллы 2 на 3 миллиметра. Вот, в общем-то, и все по материалам. Ну, итак, давайте приступим. Первонаперво мы должны набрать количество бисера такое, чтобы хватило сделать ободочек кольца. Плюс 3-4 бисерины на то, что немножко затянется размер кольца, так как мы будем стягивать и много раз ходить ниткой по этому бисеру. Подтягиваем наш бисер к концу нитки и иголочкой проходим по всей дорожке. Вот так. То есть с обратной стороны зашли и проходим вот сюда. Вот смотрите, я дошла до того места, откуда начинала плести. В принципе, можно вот эти два кончика связать. Но дело в том, что мы будем несколько раз ходить, и этот узелок нам будет постоянно мешать. Но поверьте мне, если вы будете просто вот держаться за этот хвостик, то никаких неприятностей у вас не будет. И теперь нам нужно выйти где-то, ну, допустим, вот сюда. Это место, это будет обратная сторона нашего кольца. Поэтому колечко мы начинаем плести вот здесь. И мы должны пройти по ходу плетения где-нибудь вот сюда. Ну, вот так. Дальше мы с вами будем плести обычным мозаичным плетением. То есть, что это значит? Мы набираем каждый раз одну бисерину. Вот ниточка выходит отсюда, а мы через одну заходим. Вот так. И вот смотрите, у нас получаются вот такие вот углубления. В эти углубления мы будем вставлять кристаллы. В этом колечке у меня 7 кристаллов, а вот в этом колечке всего лишь 5.
Но я покажу вам, как сплести вот такое колечко. Друзья мои, вот такое у нас с вами получилось колечко. Вы не смотрите, что оно сейчас такое страшненькое. Когда мы его заполним, оно превратится из лягушки в царевну. И наша задача пройти по всему кругу опять вот сюда. Просто идем по бисеринам по ходу плетения. Вот я иголочкой вышла туда, откуда мы с вами начинали наплетать бисер. И захожу я иголочкой в первую бисерину, которую мы с вами набирали. И начинаю набирать кристаллы. А кристаллы мы просто вставляем вот сюда, от одной выпуклой бисерины во вторую. Ну и вот смотрите, мы вставили 7 кристаллов. Если вы захотите сделать вот такое вот простенькое колечко, то для того, чтобы его закончить, нужно ниткой пройтись еще раз и вот здесь вот по этим нижним бисеринам дойти до хвостика, завязать узелок, и ваше колечко готово. Но я покажу, как мы продолжаем делать здесь. А для того, чтобы нам сделать вот эти вот дуги, нам нужно с этого конца колечка пройти вот сюда. Если вы будете плести леской или ниткой, то никаких трудностей вообще не составит прохождение много раз. Узелок мы не завязывали, ничего нам не мешает. Смотрите, друзья, вот эти вот дуги можно начинать непосредственно прямо вот возле нашей короны. Можно чуть-чуть дальше. Это уже как вам захочется. Но если вы начнете чуть дальше, то на одну бисеринку там надо будет добавлять. Я начинала, вот смотрите, за одну бисерину до того момента, где начинается наша корона. Вот видите, где иголочка у меня выходит. И при таком положении мне нужно набрать 10 бисерин. Вот я набрала 10 бисерин. И смотрите, что делаю дальше. Вот наши кристаллы, а этот кристалл средний. Под ним стоит бисеринка. Я в нее захожу вот отсюда от себя, а выхожу в эту сторону. Подтянула. Первая дуга есть. Набираю опять 10 бисерин. И вот я набрала еще 10 бисерин. И так, чтобы у нас получилось так, как здесь, я захожу, вот наша корона заканчивается, пропускаю одну бисерину и захожу вот сюда. Ну и вот получилось такое колечко, как здесь. Если вы
колечко на этом решите закончить, то можно здесь не проходить по нижнему кольцу, как я говорила, а лучше пройти второй раз, дойти сюда и пройтись по вот этим дугам. А вот эта вот дуга с кристаллами, она уже приняла свою форму. Ну, а если вы не хотите еще один раз проходить, или, может быть, у вас уже не позволяют отверстия в бисере, очень туго получилось, тогда вы просто завязываете узелочек и на этом заканчиваете. В принципе, колечко уже смотрится очень даже достойно. Но видите, если не пройти второй раз, немножко оно вот получается некрасиво. Ну и теперь третий вариант. Кстати, его я придумала самым первым и уже от него пошла упрощать все остальное. Я покажу, как сделать так, чтобы у нас и вторая дуга была с кристаллами. То есть мы опять доходим до нашей дуги. Ну и вот мы дошли до нашей дуги. И для того, чтобы вот эти кристаллы стояли красиво, их нужно поставить по 3 штуки на каждой дуге. То есть у нас получится 7 вот так и 7 вот так. Для того, чтобы встало 7 кристаллов, нам нужно, смотрите, пройти сначала без набора в первые 2 бисерины. И теперь опять делаем мозаичное плетение, набираем по одной бисеринке и проходим через одну. Нам нужно установить 3 ячейки, то есть набрать 4 бисерины. И вот последняя 4-я бисеринка. Смотрите, не знаю, хорошо ли видно. Наша иголочка выходит возле самого колечка. И смотрите, что мы делаем дальше. Вот наша ниточка вышла. Так же, как мы проходили через вот эту вот бисерину, которая стоит под кристаллом, точно так же мы в нее заходим и выходим на обратную сторону. Вот так. И проходим в первую бисерину, не набирая ничего. То есть ниточка вышла из самого колечка. Мы первую бисерину зашли. И теперь набираем вот эти вот бисеринки. Через одну. Одну набрали, зашли через одну. Ну и вот я сделала 4 бисерины. И смотрите, что у нас с вами получается. Если мы, как и раньше, пойдем по кругу, вставим кристаллы, опять пойдем по кругу, то у нас может не хватить ширины отверстия и где-нибудь у нас будет очень туго. Хотя, если вы будете плести леской 0,18-0,2 миллиметра, то, в принципе, это позволяет. Но давайте я покажу с расчетом на то, что у вас уже не позволяет ходить. Я покажу, как сделать так, чтобы мы не проходили по всему кругу, а развернулись и пошли в обратную сторону. Тут у нас уже плетений достаточно. Мы выходим, вот ниточка наша выходит, выходим в конец дуги. И я делала вот что. Я подходила под, видите, вот под эту дугу, вот так. И у нас тут образовывался, ну, не узелочек, но такое вот такая вот петелечка. Вот так, чтобы наша нитка зашла под бисерину. Раз. И смотрите, мы теперь можем безболезненно возвращаться
и ничего не будет расплетаться. Мы возвращаемся, заходим в наши выпуклые бисеринки. Видите, я тяну, и ничего никуда не сдвигается. И начинаем одевать кристаллы. Вот, одели кристаллы, чуть-чуть подтянули. И из последней нашей бисерины мы выходим так, как мы выходили, то есть в последнюю бисерину нижнего ряда. Проходим через бисерину, которая стоит под кристаллом нашей основной дуги. То есть повторяем плетение, как было. Выходим на эту сторону. Подтянули, смотрите, одна сторона готова. И вот моя ниточка выходит с этой стороны. Я захожу в первую бисеринку нашей дуги и выхожу сразу в выпуклую бисерину. Ну, то мы повторяем то, что мы с вами делали. Зашла в выпуклую бисерину и одела следующие 3 кристалла. И вот прохожу дальше по нашей дуге. Хорошенечко подтягиваю. Вот, что у нас с вами получилось. И иду вниз по дужке нашего колечка до соединения с ниткой. Ну, я думаю, что ширины отверстия должно хватить. У меня мононить, ну, гораздо толще, чем леска. Лески мне вполне хватало. Вот мы дошли до нашего кончика. Завязали 2 хвостика. Вот так. И все, ниточку можно обрезать. Ну, уже, девочки, кто как из вас делает. Там подпаливает, не подпаливает. И вот получилось у нас 3-й вариант колечка. Вот смотрите, друзья, эти колечки, они тоже очень красиво и очень изящно смотрятся на пальце. Хотя у кого какие предпочтения. Мне, допустим, вот такой вариант нравится больше всего. Но и такое колечко имеет место быть. И вот такое вот самое сложное. В принципе, можно при желании вставить где-то здесь 1 кристальчик. Можно сделать вот эту дугу из кристаллов. То есть вариантов может быть множество. Поэтому, девочки, дерзайте. Пусть у вас все всегда получается. Приносит вам огромное удовольствие. Будьте все здоровы. До свидания.